Что может быть лучше большого города? Где еще такое богатство возможностей для выбора работы, друзей, досуга? Но какой горожанин время от времени не жалуется на городскую суету, на вечную спешку, утомительные переезды? Ученые и журналисты все чаще говорят о проблемах и даже кризисе больших городов. И все по-своему правы. И те, кто восторгаются богатством возможностей, и те, кто жалуются на трудности жизни в большом городе. Перед вами Рига, столица Латвии, одной из 15 республик Советского Союза. В Риге более 800 тысяч жителей. Как узнать и удовлетворить потребности каждого из них? Для этого, очевидно, есть только один путь. Вовлечь всех горожан в повседневное, практическое решение проблем жизни и развития города. Это не значит, что в Риге нет проблем. Город растет и развивается. За последние 30 лет его население выросло больше, чем в 2,5 раза, а промышленная продукция почти в 40. За этими цифрами огромные, ни с чем в истории Риги несравнимые усилия людей и в первую очередь строителей. Сегодня город все в большей степени строится на заводе, а строительная площадка становится по существу площадкой для монтажа. Это стало возможным потому, что в стране создана целая система строительной индустрии. В распоряжении городских советов огромные мощности домостроительных комбинатов и заводов железобетонных конструкций. Кажется, что строят всюду, и строят все. Пожалуй, самым частым семейным праздником в Советском Союзе за последние 15-20 лет стало новоселье. И это неудивительно. В Риге за 30 последних лет построено больше жилья, чем город получил в наследство от остальных 7,5 веков своего существования. Праздник новоселья особенно радостен и потому, что большая часть жилья строится на государственные средства, и люди получают его бесплатно. А квартирная плата настолько мала, что ее скорее можно считать символической. И десятки лет она остается неизменной, хотя комфортабельность квартир непрерывно растет. Возводятся целые жилые районы, и поскольку вся земля принадлежит государству, а решающее слово в размещении и строительстве жилых районов принадлежит самим горожанам, их городскому совету, поскольку строят для себя, то в новых районах все полнее осуществляется давняя мечта о городе, живущем в добром согласии с людьми и природой. В этом городе нет и не может быть рабочих окраин и аристократических предместий,
богатых кварталов и жалких трущоб. Слесарь здесь живет в одном доме с директором завода, художник с продавцом, докер с ученым. В будущем от общества, частью которого они являются. В Риге много рижского. Облик, традиции, люди. Но присущий ей сегодня оптимизм – это оптимизм ее страны. Существует такое поверье. Когда рижане устанут строить свой город и посчитают, что все уже построено, в тот же самый день Ригу поглотит морская пучина. Но нет, не будет такого дня. Столько планов, столько возможностей, столько еще хочется и нужно сделать. А ведь следом идут новые поколения.